Всем привет! Сегодня у нас на обзоре клавиатура от Akko 3061S R2 Tokyo Tour. В общем, название вы увидите где-то здесь. Эту клавиатуру я смог урвать с Лохита за 3000 рублей. И на мой взгляд, это просто идеальная клавиатура за эти деньги. Да, она досталась мне не в полной комплектации, но я, честно говоря, не сильно расстроен, потому что за 3000 рублей я получил полноценный хот-свап, поддержку PCB Screw-in стабилизаторов и великолепный дизайн всего лишь за 3000 рублей. В комплектации не хватало кей-пуллера, свич-пуллера и инструкции. Но для меня это небольшая потеря, и я не был сильно расстроен, учитывая, что эта клавиатура была в использовании всего лишь 3 дня. Когда я продавал MG75W, мне предложили обмен на эту клавиатуру. Я сказал, да, в принципе, без проблем, давайте обменяемся, только, опять же, с вашей стороны будет доплата. Ну, потому что клавиатура стоит, типа, в районе 4000, а я тут собрал за 6, ну, как бы. Клавиатуру продавала мать 13-летнего ребенка. Клавиатура просто пылилась на полке, в пользовании была всего лишь 3 дня. И она продавалась только потому, что ребенок перепутал комбинацию клавиш, из-за чего VA и SD стали стрелочками. Но благо, что я знал, что на сайте Akko можно скачать драйвер, который позволит полностью сбросить клавиатуру. Ровно таким образом эта прекрасная клавиатура оказалась в моих руках. Так как эта клавиатура была сделана для русского рынка, на ней, как вы можете видеть, нанесена кириллица. Лично мне, конечно, больше нравится японская раскладка, но что есть, то есть. Также о кейкапах. Их материал PBT пластик, профиль OSA и принты выполнены методом сублимации. Кстати, заходите на наш Discord-канал, там мы обсуждаем клавиатуры, публикуем всякую интересную информацию, ну и я отвечаю на ваши вопросы. Про строение. Абсолютно обыкновенный трей-маунт, ничего примечательного в этом нет. По поводу материалов: пластиковый корпус, алюминиевый плейт, ну, в принципе-то и все. Какой пластик, кстати? Я не знаю. Ключевой особенностью является хот-свап. Это не Milmax сокеты, как были в первой ревизии, а полноценный хот-свап от CIY. А эта клавиатура именно второй ревизии. Но при покупке я этого не знал и просто хотел сделать обзор на клавиатуру, которая лично мне очень нравится. В данную клавиатуру установлены фирменные переключатели от Akko CS Jelly Pink. Хаузинги выполнены из поликарбоната, а стем из пластика. Пружина вполне себе стандартная, 45 грамм, ход активации 1,9 мм, а полный ход 4 мм. Вполне себе стандартные значения. Отсутствует как таковой софт, но это вообще не проблема, учитывая ее цену в 3000 рублей. Все верно, у Akko 3061 нету софта, но есть уже встроенные макросы, с помощью которых вы можете изменять режим подсветки. Также вы можете создавать свои собственные макросы. Электронную инструкцию к этой клавиатуре я оставлю в описании. Всегда пожалуйста. В стоке она звучит, честно говоря, не очень. Хорошая музыка, только что-то кровь идет. Но я сделал ряд модификаций, после чего она стала звучать значительно лучше. В конце видео будет тайпинг. Итак, что же я сделал? Проложил шумоизоляцию из порона, так как в стоке она была довольно пустой. Провел ряд модификаций со стабилизаторами, а это Band Aid мод, Holy мод. И, разумеется, смазал их Крайтексом и Перматексом. По сути все, больше для этой клавиатуры ничего не требуется. От PFOM мода я решил отказаться, так как это сильно съедает звук звонких переключателей. И да, честно говоря, после проделанных модификаций я могу рекомендовать эту клавиатуру. К минусам я бы все-таки отнес отсутствие софта и не самый хороший корпус. Винты также расположены в нестандартных местах, из-за чего смена корпуса практически невозможна. Единственным вариантом остается найти корпус с гаскет-маунтом и 60% форм-фактором. Эту клавиатуру вполне реально купить за 3000 рублей, и это идеальный вариант, лучше просто не найдете. Ну а если она вам не понравится, вы всегда можете перепродать ее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если это видео вам понравилось. До новых встреч!
Колокольчик надо.